Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем здравия, мира вашему дому. А сегодня у нас очередной агрогороскоп по вашим заявкам. Выполняем ваши заявки. И он посвящен очень важному моменту заготовки лекарственных растений. Именно в мае месяце наибольшее количество лекарственных растений, которые обычно заготавливают наши и садоводы, и огородники, те, кто бережет свое здоровье и затем в течение года использует различные сушеные травы, ягоды, корни для того, чтобы содержать свое здоровье, для профилактики своего здорового тела. Ну что ж, давайте рассмотрим более детально. Итак, у нас агрогороскоп сегодня. Заготовки лекарственных растений в мае 2022 года. Время киевское. Начинается время 1 и 2 мая со времени Гекаты. Это черная луна. И поэтому в это время бесполезно собирать. Эти растения не дадут никакой пользы для здоровья человека. И в это время лучше не беспокоить растения. Это очень важный момент. Итак, у нас 1 и 2 выходные дни для этой важной работы. Зато уже 2, то есть 3 и 4, когда луна в близнецах будет, вот это для того, время хорошее для того, чтобы собирать стебли, листья, цветы. Это растущая луна. И растущая луна очень хорошее время, супер время для сбора именно верхней части, вершков растений. Это могут быть стебли, это листья и это цветы. Затем наступает время стихии воды. Это будет время рака 5, 6 и 7 до 11-12 часов. Но практически лучше до 15 часов не начинать каких-либо сборов для хранения. Зато в знаке рак можно в свежем виде и салаты делать, и просто жевать зеленые травки, листики и так далее. Это все очень полезно. Просто в это время качество заготовок никакое. Я не хочу называть плохие слова, но просто лучше в это время в свежем виде используйте все части растений, которые служат вам своеобразным профилактическим лекарством. Хотя все растения это лекарства, природа нам дарит такую возможность, но если вы идете в лес, на опушку леса, в огороде, выращиваете лекарственные травы, тогда ждите нужного дня, а нужный день уже наступает после обеда 7. Но обычно в это время не собирают, в вечернее время не собирают лекарственные части растений, не цветочки. Самое лучшее время вот утро, 8 во Льве. Лев – это время, прекрасное время для того, чтобы собрать растения, которые затем будут служить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь лев отвечает за работу сердца и всей сердечной и кровеносной системы. Поэтому очень хорошо вот 8 супер время для сбора стеблей, листьев и цветов. Растущая луна очень хороший период. И можно продолжить это время и 9. Это тоже прекрасное время. Но вот уже 10, 11 и 12, ну вот утром 9:35 переход в знак весы, я даю несколько часов всегда для того, чтобы вот эти энергии уже ушли из этого знака. Знак Дева не подходит для хранения. Это время для того, чтобы использовать растения в свежем виде, в виде салатов, чаи, просто пожевать травку. Снова же, это не время для заготовок, но время для того, чтобы насытить сейчас свой организм, свои клеточки вот этой весенней, летней, живительной энергии. Май – это весенний месяц, и прекрасные энергии этого месяца можно их снова же внести в свое тело с помощью вот этих частей лекарственных растений. Это все у нас вершки. Затем у нас все ближе и ближе время полнолуния, лунного затмения. Конечно же, в полнолуние, перед полнолунием, это супер время, когда растения наполнены всеми энергетическими соками, нужными витаминами, питательными веществами. Но очень прошу вас, будьте внимательны, собирайте
только часть, которая вам нужна. Пожалуйста, не уничтожайте все подряд растения. Помните, что вам тоже пригодится в следующем году это растение. Оно должно и вырасти, и после себя оставить семена, и продолжить жизнь в своих семенах. Поэтому растения в это время супер. И листья, и стебли, и цветы. Очень хорошее время. В весах можно вот 13-го утром очень хорошо. И до, ну вот солнечное время очень хорошее для сбора. Можно и 12-го, потому что у нас еще 2 часа. С 12 часов можно еще собирать. 13-го практически весь световой день. И 14-го постарайтесь тоже с утра использовать это время весов. Ну и тем более, что Скорпион уже в 13:35 начинается 14-го. Это совсем другие нужды, то есть мы используем все в свежем виде. Заготовки здесь не делаем. У нас полнолуние 16 мая, лунное затмение. Видите, совпадает очень хорошо с периодом Скорпиона, когда можно будет в свежем виде использовать различные травы, листики, стебли. Все, что сверху, вершки наполнены очень сильной энергией. И вот постарайтесь утром 16-го сбор сделать, а уже после обеда не делайте сбор. Здесь уже и стрелец это очень хорошо, но просто и полнолуние, и лунное затмение. Дайте возможность растениям в это время пройти вот это сложное стрессовое состояние и выровнять свои энергии. Ну вот такое время при необходимости вы берете просто в свежем виде нужное количество листиков, цветочков, все это используйте для питания. Идем дальше. И вот очень интересный момент. 17, 18, 19, 20, 21 и утро 22. Смотрите, какой длительный период. Так вот, 17 и 18 это супер время для сбора и вершков, и корешков. Это еще очень хорошее энергетическое время, когда и в корнях, и в стебле, листиках, цветах находится вот эта энергия очень нужная. Поэтому используем в Стрельце все части растений, но снова же не все подряд оставляем для природы, для будущего. Не только для себя, но и для других. Уважаем все, что нам дается. И берем только столько, сколько нам надо. А вот Козероги уже 18, 19, 20, вот это супер время до сбора корней лекарственных растений. И Водолей то же самое, 21 и 22. Вот эти 4 дня копайте корни лекарственных растений. Снова же у каждого есть свои рецепты, свои растения на вашей территории. Там, где нужно заготовить корни, вот это супер время для заготовки таких лекарственных растений, вернее их корней. Затем наступает период перерыва, потому что вечером 22-го Луна перейдет в знак Рыбы 18:51. Но вечером обычно нет заготовок, не делается. Ну вот можно вечером сделать салаты. 23-24 в Рыбах тоже в свежем виде использовать различные лекарственные растения, если есть в этом необходимость. Затем у нас будет 3,5 дня, которые тоже можно будет использовать для корней, для сбора корней, для заготовки корней лекарственных растений. Это будет 25-го, 26-го в Овне и 27-го, 28 до 12 часов. Ну, практически утро, очень хорошее время. Вот это время очень хорошее для сбора корней лекарственных растений. И затем до конца месяца это время перерыва. Это время Гекаты, черной луны, когда в растениях нету никаких нужных для нас позитивных, созидательных энергий. Это Геката, одним словом, это черная, даже 2 словами, это черная луна. Остается сделать скрин. Вот он весь агрогороскоп, заготовки лекарственных трав. Вот, я думаю, теперь хорошо будет видно. Делайте скрин. А тем временем авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик желают вам по-прежнему мира и добра. Ну и на этом мы прощаемся с вами. Всего-навсего до следующего видео. Пока-пока.